Hi everyone, my name is Dasha and this video is for intermediate learners of Russian. Всем привет! Меня зовут Даша, вы смотрите канал для тех, кто изучает русский как иностранный и любит аутентичный контент. В этом видео я расскажу вам о том, как мы с соседями спасли собаку. Вы услышите много глаголов движения в контексте и узнаете лексику, связанную с темой «домашние животные». Как вы знаете, у меня дома 3 кота. Муся, которую мы подобрали 2 года назад, я нашла ее на улице. Шейла, которая сидела вот там на когтеточке, она со мной уже 13 лет. И Семик, кот, которого мы взяли из приюта в 2018 году. Он сейчас спит в другой комнате. Недавно произошла интересная история. У нас с соседями есть чат, общий чат, который называется «Наш двор». И в этом чате люди обычно пишут новости двора. Если, например, у кого-то отключили электричество, или нужно решить какую-то проблему, нужна помощь, если машина не заводится и так далее. Недавно у меня был очень загруженный день. Я записывала видео, занималась монтажом и готовилась к урокам. И в перерыве между работой я решила посмотреть, что пишут мои друзья, и увидела, что в чате нашего двора были новые сообщения. Одна девушка написала, что по двору бегает собака в ошейнике, но без адресника. Она пыталась ее поймать, но собака очень быстро убежала. Девушка написала, что боится, что собака может попасть под машину, так как она напугана и постоянно перебегает дорогу. Собака похожа на породистую. Ее окрас и форма тела напоминают охотничью породу. Мне стало интересно, но у меня не было времени, чтобы пойти и поискать собаку. Поэтому я продолжила работать. Через несколько часов, когда у меня был перерыв, я решила все-таки сходить на улицу. У меня было внутреннее чутье, что я встречу эту собаку. Поэтому я решила взять с собой поводок. У меня есть вот такой маленький кошачий поводок. Можно посмотреть, что он отстегивается и пристегивается. Здесь есть шлейка. То есть мы с вами уже говорили о том, что собаку видели в ошейнике. Могу показать ошейник своих котов. Вот такой маленький ошейник. И раньше на ошейнике также был адресник. Адресник, например, может быть в форме медальона, на котором написан номер телефона хозяина. И вот я взяла... ну вот, смотрите, у меня вот здесь висит адресник. Можно раскрутить вот эту штуку. Здесь бумажка с номером телефона. Такой есть у всех моих котов. Когда они гуляют по даче, я их не отпускаю без адресника. И вот я отстегнула шлейку и взяла только поводок. Как вы видите, поводок маленький. Я боялась, что он может не удержать собаку охотничьей породы. До следующего урока был всего час, поэтому медлить было нельзя. Я вышла из дома и прошлась по двору. Я думала, что может быть собака где-то в нашем дворе, но ее в нашем дворе не оказалось, поэтому я перешла через дорогу и пошла в соседний двор. Прошла через арку и у первой же парадной, у первого же подъезда увидела сидящую собаку. Это очень красивая собака. Это девочка. Она просто сидела
и смотрела на меня. Я подошла к ней и сразу же пристегнула поводок к ее ошейнику. Собака выглядела нормально, не очень худая. Было видно, что она на улице недавно, потому что только лапы и живот были в грязи, а в целом ее шерсть выглядела ухоженно и аккуратно. Надо дать время Шейле подточить когти. Да, Шейла? Все, закончила? Это называется когтеточка. Так вот, я пристегнула поводок и сказала собаке: рядом. Я решила, что нужно проверить, чипирована ли собака. А для этого мне нужно было отвезти ее к ветеринару. К счастью, ветеринарная клиника была в 5 минутах ходьбы. Я взяла поводок покрепче и на примерно вот таком расстоянии повела собаку. Нам нужно было пересечь дорогу, пройти по пешеходному переходу, перейти через дорогу. Я немного переживала, что собака может сорваться с поводка, то есть дернуть поводок слишком резко и убежать от меня. Но, к счастью, собака вела себя очень послушно. Она слушала мои команды и шла рядом. Пока я шла к ветеринару, пока я вела собаку к ветеринару, я записала видео для своих соседей. Я попросила их разместить объявление во всех группах потеряшек в нашем районе. Потеряшка – это животное, которое потерялось. У нас есть несколько групп, городские группы и районные, и даже группы дворов, в которых люди регулярно публикуют объявления о найденных и потерянных животных. Я отправила несколько фотографий своим соседям, написала, что мы идем к ветеринару, и попросила разместить, опубликовать фотографии собаки с моим номером телефона. Пока не забыла, хочу также показать вот такой поводок. Это поводок рулетка. Его я тоже купила для Семочки. Когда мы впервые приехали на дачу, я боялась его отпускать, поэтому он гулял со мной на поводке. Но, если честно, вот такой поводок-рулетку не рекомендуют иметь хозяевам собак. Лучше всего брать обычный поводок. Это намного надежнее и безопаснее. Когда мы с собакой пришли в ветеринарную клинику, я сразу попросила дать ей воды и отсканировать чип, проверить, чипирована ли собака. Было видно, что собака испытывала жажду. Она выпила 2 миски воды, но она не была голодна. Когда я предложила ей паштет, она съела совсем чуть-чуть, а потом просто легла у моих ног. К счастью, собака была чипирована. Мы смогли увидеть ее кличку, ее звали Шейли, ее возраст, ей было 3 года, и название клиники, в которой ее чипировали. Удивительно, но клиника находилась совсем в другом районе, далеко от места, в котором я нашла собаку. К сожалению, номер телефона хозяина не был указан, поэтому я позвонила в клинику, в которой собаку чипировали. Дело в том, что когда вы находите животное и сканируете его чип, вы не можете увидеть номер телефона хозяина. Связаться с хозяином должна клиника, в которой он зарегистрирован. Поэтому мне телефон хозяина не дали. Мне сказали, что будут пытаться дозвониться до хозяина, и когда получится, передадут ему мой номер. Я решила больше не ждать в клинике, пойти домой, потому что мой урок начинался через 20 минут. Я купила для Шейли немного корма, и мы пошли домой. Шейли уже немного успокоилась, было видно, что она рада, что ее кто-то ведет. И когда мы подошли к моему дому, она с радостью вошла в парадную и была очень возбуждена, пока мы поднимались по лестнице, по ступеням.
К сожалению, мои коты были не так рады. Когда мы с Шейли вошли в квартиру, она сразу увидела Мусю, а Муся, увидев ее, распушила хвост и убежала в ванную комнату, чтобы спрятаться под раковиной. Это Мусина любимое место. Каждый раз, когда приходят незнакомые люди, она бежит туда и прячется в отверстии под раковиной. Мне нужно было помыть Шейле лапы и живот, поэтому я завела ее в ванную, подняла и поставила в ванну. Вы помните, что Муся все это время пряталась под раковиной, и я думаю, именно поэтому проснулись охотничьи инстинкты Шейли. Она очень хотела выпрыгнуть из ванны, чтобы подойти ближе к Мусе, понюхать или, может быть, даже схватить ее. Кое-как мне удалось вымыть живот и лапы. Было очень грязно, очень много песка и грязи. Я вытащила Шейли из ванны, поставила на пол, и пока я ее вытирала, она пыталась прорваться к Мусе. Я пыталась держать ее за поводок, чтобы она не схватила Мусю. К счастью, ничего страшного не произошло. Муся отделалась легким испугом. Я завела Шейли в комнату и пошла за компьютером. Пока я ждала звонка из клиники, я написала в чате двора номер чипа Шейли. Мои соседи решили помочь найти хозяина. К сожалению, объявлений о пропаже не было. Это очень странно, потому что у нас, как я сказала, очень много групп по поиску животных, и хотя бы в одном месте, но должен был быть номер телефона хозяина и фотографии собаки. Получается, что Шейли никто не искал. До моего урока оставалось 5 минут, поэтому я позвонила в клинику и спросила, есть ли новости. Мне сообщили, что они не могут дозвониться до хозяина. Там постоянно автоответчик. Мы с соседями начали думать, что с хозяином могла произойти беда. Он мог упасть в обморок на прогулке или попасть в больницу. Мы не могли поверить, что Шейли взяли и выкинули. Пока у меня был урок, мои соседи провели настоящее расследование. В общем, по номеру чипа они нашли старое объявление о пропаже собаки. Это объявление было опубликовано в октябре прошлого года. И там был написан номер телефона хозяйки. По номеру телефона через банковское приложение соседи определили имя хозяйки. А потом каким-то волшебным образом, я даже не знаю как, но они нашли ее страничку в одной из социальных сетей. И на этой страничке были фото собаки. Было написано «Моя булочка». То есть по этим фотографиям было понятно, что домашнее животное любимо. Но как же оно оказалось на улице? Один из соседей решил написать хозяйке: «Это ваша собака? Мы ее нашли». Хозяйка ответила: «Нет, это не моя собака, я ее пристроила в добрые руки». Сосед написал: «Наверное, она потерялась. Вы можете дать контакт нового хозяина?» И потом эта девушка начала вести себя очень странно. Она сказала, что номера телефона нового хозяина у нее нет, и потом даже заблокировала человека, который ей написал. Но соседи решили не останавливаться на достигнутом. Через ту же социальную сеть они нашли маму этой девушки и написали ей. И мама сказала, что собаку отдали 2 дня назад новой хозяйке. Но если это было всего 2 дня назад, почему нет номера телефона нового хозяина? Как вы думаете? Потому что старая хозяйка уже знала, что собака убежала. Да-да, вы не ослышались. После уговоров мамы девушка
старая хозяйка все-таки поделилась с нами, с моими соседями, перепиской, скриншотами переписки с новой хозяйкой. Я не знаю, по каким причинам старые хозяева решили отдать Шейли. Собака чипирована, знает команды. Это значит, что все это время о ней заботились. Я понимаю, что в жизни бывают разные ситуации. И, возможно, на собаку не было времени или не было средств ее содержать. Новая хозяйка, как вы, наверное, уже догадались, жила в нашем районе. И старая хозяйка отправила собаку к ней на такси. Я не знаю, сопровождал ли кто-то собаку или она ехала одна. Ну, в общем, в четверг вечером собаку привезли новой хозяйке. Мне кажется, она совершенно не понимала, какую породу берет и как будет реагировать на новую обстановку животное, от которого отказался старый хозяин. Конечно, она была в огромном стрессе. Всю ночь она скулила, лаяла, скребла лапой дверь, пыталась выбежать из квартиры, и, конечно, новой хозяйке это не понравилось. Как вы понимаете, во время первой прогулки в пятницу утром собака сорвалась с поводка. Об этом написала сама новая хозяйка. Она написала, что Шейли убежала во время прогулки. Заберите ее обратно, пожалуйста. Если честно, у нас с соседями была теория, что хозяйка сама ночью выгнала собаку на улицу, потому что ее достало слушать этот вой, и она решила вот так от нее избавиться. Нас очень разозлил диалог двух хозяек. Мы понимали, что с животным обошлись как с ненужной вещью. Выбросили на улицу как мусор. Нет смысла пытаться связаться с новой хозяйкой, нужно искать собаке дом. Так как Шейли очень бурно реагировала на моих котов, я понимала, что не могу оставить ее на ночь. Я боялась, что она может наброситься на одного из котов, и если не укусить, то очень сильно напугать. Поэтому я написала в чате двора, что нам нужна передержка. Я спросила, кто может и хочет взять собаку себе на время, пока мы ищем нового хозяина. К счастью, отозвался мой сосед. Он написал, что они с женой уже давно думают о второй собаке, и он с радостью возьмет Шейли на передержку. Конечно, мне было грустно прощаться с Шейли, и когда я ее вывела из дома, она стала нервничать. Сосед уже ждал нас внизу, и мы вместе дошли до его парадной. Вечером сосед написал мне, что искупал и накормил Шейли, и прислал видео, на котором у его собаки Джек Рассел терьера вот такие глаза. Она явно была в шоке от новой подружки. Я поискала информацию в интернете и поняла, что Шейли похожа на Курцхарда. Это охотничья порода собак, поэтому неудивительно, что она так бурно реагировала на Мусю и других кошек. И, конечно, хорошая новость. Сосед и его жена решили оставить Шейли у себя. Поэтому вот так за одни сутки мы нашли собаке новый дом. Мы пристроили собаку в добрые руки. Я надеюсь, что вам было интересно слушать эту историю. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас собаки и как они у вас появились. Кстати, не забывайте, что вы можете поддержать мой канал и получить доступ к закрытым прямым эфирам на Патреоне. Там же есть транскрипции к моим видео и подкастам на русском и английском с ударениями. А чтобы не пропускать новости, подписывайтесь на мою группу в Телеграме. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Благодарю своих патронов за поддержку. Увидимся в следующем видео. Я не чувствую ног. Ugh.